Как мы обычно выбираем туры по разным странам? Пирамиды фараонов в жарком Египте предпочитаем осматривать зимой, любоваться фьордами промерзшей Норвегии летом. Увидеть потрясающее цветение тысяч тюльпанов в парках Голландии получается только весной. А все свои краски заповедного леса Вирджинии – осенью. Что если нам перенять земную традицию и совершить космическое путешествие с учетом сезонов на различных небесных телах? Тогда можно полететь к какому-то горячему Юпитеру в разгар зимы и даже, наверное, не сгореть от его жара. И может где-то в глубинах Вселенной нас ожидает настоящее чудо. Место, где, как в известной сказке, можно познакомиться с 4 сезонами одновременно. Или нечто еще более фантастическое – странная сезонная телесвязь. Давайте подберем себе подходящий сезонный тур в мир вечной весны или туда, где зима уже близко, и она продлится десятки лет. Находим кому что по душе и отправляемся в путь. Начнем по традиции с Земли, чтобы легче было сравнить механизм смены сезонов на нашей планете с другими. Зима приходит не из-за удаления Земли от Солнца, а летом приближения, как иногда ошибочно полагают. На самом деле орбита нашей планеты почти круговая. Ее эксцентриситет, то есть степень отклонения от круга, составляет лишь 0,01%. При таком стабильном положении относительно звезды времена года не изменяются. Их смена в основном происходит благодаря наклону оси вращения планеты. Если провести перпендикулярную линию к орбите Земли, угол между ней и осью вращения составит 23,45 градусов. Этот наклон способствует тому, что полушария планеты оказываются по-разному повернутыми к Солнцу, пока Земля движется вокруг звезды. Таким образом, каждое полушарие получает больше солнечного излучения летом и меньше зимой. Эффект действует неравномерно. На высоких широтах количество солнечной радиации колеблется сильнее, чем на участках ближе к экватору. Нам кажется, что так было всегда и останется в дальнейшем, но на самом деле ситуация меняется. Только речь идет о столь больших промежутках времени, что незаметны даже в масштабах цивилизаций. В течение последнего миллиона лет наклон Земли колебался от 22,1 до 24,5 градусов, что могло раскачивать и тормошить планету на орбите. Здесь подсуетились наши соседки. Изменение угла наклона Земли происходило вследствие гравитационного воздействия других небесных тел Солнечной системы. Чем сильнее увеличивается этот угол, тем более экстремальными становятся времена года. Сейчас наклон, наоборот, очень медленно уменьшается и достигнет своего минимума примерно через 10 тысяч лет. Но мизерные отклонения от круговой орбиты тоже кое-что меняют. Они влияют на продолжительность сезонов в разных частях Земли. Так, лето в северном полушарии длится примерно на 4,5 дня дольше, чем зима. А весна здесь приблизительно на 3 дня длиннее осени. Однако, как и наклон оси вращения, со временем форма орбиты меняется из-за гравитационного воздействия Юпитера и Сатурна. Сейчас она становится более круглой, и продолжительность времен года в разных полушариях Земли постепенно выравнивается. Форма орбиты и наклон оси вращения также вызывает сезонные изменения погоды на других планетах Солнечной системы. Смена времен года бывает разной, от экстремальной до почти незаметной. Давайте посмотрим, где, как все происходит и на какой планете можно найти самый крутой отдых в тот или иной сезон. Тур начнем от Солнца и сначала зажжем на горячем Меркурии. Ему нужно лишь 88 дней, чтобы обернуться вокруг близкой звезды. Долгое время считалось, что планета всегда повернута к Солнцу одной стороной. То есть сутки там длятся столько же, сколько год. И только позже, благодаря данным обсерватории Аресибо, астрономы увидели все иначе. Меркурий движется вокруг своей оси, совершая один оборот за 59 дней. Таким образом, когда планета дважды обходит вокруг Солнца, она всего лишь 3 раза оборачивается вокруг себя. И это уникальная конфигурация для нашей системы. У Меркурия также отсутствует наклон оси,
потому в течение года любая его широта получает одинаковое количество солнечных лучей. Тем не менее, орбита планеты вытянута больше, чем у всех его соседей по Солнечной системе. Представляете, какие температурные качели на планете с такой орбитой? Они создают на Меркурии нечто подобное временам года, но только двум – зиме и лету, жара и холод. Больше никаких погодных полутонов нет. Природные силы как пули стреляют Меркурием по температурной шкале. Летом, когда планета приближается к Солнцу, ее дневная температура может достигать 465 градусов Цельсия. Но сутки в том мире очень длинные, и за день он значительно удаляется от звезды. А вот Венера, хоть и соседка Меркурия, по форме орбиты его прямая противоположность. Она движется по самому идеальному кругу, если сравнивать с другими планетами Солнечной системы. Ученые предполагают, что к этому привела миграция Юпитера, который, удаляясь от Солнца, повлиял на Венеру своей гравитацией. Ось вращения планеты имеет наклон, но очень незначительный, всего 3 градуса. Казалось бы, это должно приводить к небольшим сезонным изменениям, но на самом деле температура поверхности небесного тела все время остается одинаковой. Ее стабилизирует плотная атмосфера Венеры, которой так не хватает Меркурию. Она преимущественно состоит из углекислого газа и содержит облака серной кислоты. Атмосфера создает сильный парниковый эффект и высокое давление. Так что в целом это похоже на вечный ад, который ни на минуту не оставляет планету. Средняя температура поверхности Венеры составляет примерно 450 градусов Цельсия, чего достаточно, чтобы расплавить свинец. Раскаленная Венера в нашем туре интересна тем, что из-за круговой орбиты, мизерного наклона оси и густой атмосферы на ней полностью отсутствует смена сезонов. Это мир вечного лета. Звучит круто, но мы поищем место более богатое на времена года. Что если заглянуть туда, где холоднее? На внешних по отношению к Земле планетах Солнечной системы совершенно другие условия. Расстояние от этих объектов до нашей звезды составляет минимум сотни миллионов километров, потому они получают гораздо меньше солнечной энергии. Приходит ли весна и лето в те суровые миры? Наш сосед Марс во многом похож на Землю. Сутки на обеих планетах примерно одинаковы. Наклон оси Марса составляет около 25 градусов, что менее чем на 1,5 градуса больше земного. И, наконец, мы увидим здесь все 4 времени года. Только для этого придется надолго задержаться на Красной планете. Ее орбита более эллиптическая, чем у Земли. На смену марсианских сезонов также влияет его расстояние от Солнца. Марсу нужно почти вдвое больше времени, чем Земле, чтобы обернуться вокруг звезды. Год здесь длится 687 дней, соответственно, и каждый из сезонов длиннее привычных для нас 3 месяцев. При этом в южном полушарии сезоны суровее, чем в северном. Во время южной зимы Марс находится в наиболее удаленной от Солнца точке, потому в том регионе царит невероятный холод. За счет этого сезоны на Красной планете отличаются экстремальной разницей по температуре. Приятное тепло при 20 градусах Цельсия летом сменяется бешеным холодом, когда планета охлаждается до минус 150 градусов зимой. Атмосфера у Марса настолько тонкая, что тепло от Солнца не может надолго задержаться, и все моментально превращается в лед. Затем, нагреваясь в теплое время года под Солнцем, лед сразу переходит в пар, потому вода на поверхности Марса не задерживается в жидком виде. Весна на Красной планете бывает не менее жестокой. Это начало сезона пыльных бурь, которые возникают как маленькие региональные вихри, но впоследствии могут перерасти в глобальные. В среднем раз в 3 года весь Марс охватывает бешеный ураган. После его окончания проходят месяцы, прежде чем поднятая в воздух пыль снова осядет на поверхность. Над следующей от Солнца планете, Юпитере, с временами года совсем плохо. Долгое время считалось, что их вообще нет. Наклон оси вращения планеты составляет всего около 3 градусов.
а ее орбита почти круговая. Однако это не означает, что на газовом гиганте все тихо и спокойно. На самом деле сутки на Юпитере длятся только 10 часов, поэтому его атмосфера постоянно перемешивается. В ней возникают циклоны и антициклоны, которые длятся сотни лет. Вспомним знаменитый ураган «Большое красное пятно», в котором ветер дует со скоростью 500 км в час. Он замечен астрономами еще в 1665 году и с тех пор так и не затухал. Но никаких циклических изменений, которые можно трактовать как сезоны, на газовом гиганте астрономы не замечали. Однако недавно ученые из английского университета Лестера сделали шокирующее открытие. На Юпитере, похоже, все-таки существуют сезонные изменения погоды. Астрономы долго проверяли свою информацию, ведь мизерный угол наклона оси планеты практически исключает времена года. После анализа 40-летних наблюдений за Юпитером, английские исследователи подтвердили странную смену погоды на газовом гиганте. Температура на планете повышается и понижается в определенные периоды долгого юпитерианского года, равного 12 земным. Для того, чтобы понять причины и механизм этих изменений, ученые заглянули везде, под облака Юпитера и над ними. И знаете, к какому выводу пришли астрономы? Держитесь крепче за штурвал, чтобы не упасть от изумления. На сезонные изменения Юпитера влияет телесвязь. Это не шутка, хотя для нас звучит абсурдно. Однако в науке об атмосфере телесвязь обозначает климатические аномалии, которые связаны друг с другом на больших расстояниях. Вот такое редкое явление астрономы обнаружили на Юпитере. Впрочем, оно не уникально. Подобная телесвязь существует на Земле в знаменитом цикле Ла-Нинья-Эль-Ниньо. Во время этого периода изменение пассатов в западной части Тихого океана связано с количеством осадков на большей части Северной Америки. А вот на Сатурне есть все 4 времени года. Основная причина этого – наклон его оси вращения к Солнцу. Он составляет примерно 26,7 градусов и сопоставим с земным показателем в 23,5. Однако из-за несколько большой орбиты времена года на Сатурне длятся гораздо дольше. Каждый из них медленно тянется примерно 7,5 лет. Лучше всего эти изменения заметны на северном полюсе планеты, где вращается странный шестиугольный вихрь. В теплое время года он меняет цвет с голубого на золотистый, так как больше солнечных лучей наполняет атмосферу дымкой. Зимы в том мире очень суровые, и в это время года поддают холода великолепные кольца Сатурна. Их тень падает на полушарие, что переживает зиму, еще больше уменьшает им количество тепла. А невероятный процесс смены лета на осень, которая наступит в 2025 году, астрономы запечатлели на снимках с помощью телескопа Джеймс Уэбб. Эту удивительную картину можно сравнить с изменением цвета листьев на деревьях по мере смены сезонов на Земле. Ученые наблюдали, как происходит охлаждение газового гиганта в конце лета. На снимке низкое тепловое излучение северного полюса Сатурна представлено насыщенным синим цветом, а теплые и яркие участки атмосферы планеты отражены желтым. Контраст температур иллюстрирует фиолетовые области, самые холодные места атмосферы. Уэбб также заметил на северном полюсе Сатурна полярный циклон диаметром около 1500 километров. Этот вихрь окружен областью теплых газов, которые раньше зафиксированы весной космическим аппаратом Кассини. Они сконцентрированы на северном полушарии планеты и получили название северополярного стратосферного вихря. Со временем газы превращаются в теплые ураганы, которые летом бушуют в высоких слоях стратосферы Сатурна. Уран среди всех планет Солнечной системы – самый большой оригинал. Он движется практически на боку и наклонен почти параллельно своей оси вращения. Смена времен года здесь выглядит тоже очень странно. Северное полушарие планеты переживает 21 год темной и холодной зимы, а 21 год, когда длится лето,
Планету беспрерывно заливает солнечными лучами. Только осенью и весной, которые тоже длятся по 21 году, наконец происходит обычная смена дня и ночи, когда Солнце освещает регионы, десятилетиями не видевшие света. Температура резко меняется, и на Уране начинают бушевать бешеные ураганы. Астрономы давно хотят лучше изучить эти явления на гигантской планете, но пока не повезло. Voyager 2, единственный из космических аппаратов, приближался к Урану. Однако тогда атмосфера планеты выглядела спокойной и однородной. Космическому аппарату не удалось заметить деталей, которые указывали бы на время года в каком-то регионе. Наконец, последняя из планет Солнечной системы. Нептун находится так далеко от нашей звезды, что облетает вокруг нее аж за 165 лет. Наклон оси Нептуна составляет 28 градусов, что сходно с Землей, Марсом, Сатурном. На планете происходит смена сезонов, и каждый из них длится более 40 лет. Voyager 2 зафиксировал на планете много ярких облаков и штормов, включая гигантский антициклон «Большое темное пятно». Долгое время его не могли толком рассмотреть с наземных телескопов. А когда появился космический телескоп Хаббл и начал исследовать Нептун, оказалось, что пятно исчезло. С тех пор наблюдалось еще несколько подобных циклонов и антициклонов. Астрономы предполагают, что штормы связаны с переходами планеты из одного сезона в другой. И уже удалось кое-что узнать о временах года в южном полушарии ледяного гиганта. Ученые выяснили, что полосы облаков в этой части планеты становятся шире и ярче с 1980-х годов. Астрономы пришли к выводу, что это связано с сезонными изменениями на Нептуне. Сейчас в южном полушарии, по их мнению, царит лето. Увеличение количества солнечных лучей, хотя и незначительное, приводит к размораживанию метана в атмосфере. Осень наступит в этой части планеты в 2045-46 годах, так что мы сможем познакомиться с ней не скоро. Дальше планет в нашей звездной системе нет, но покидать Солнечную систему нам еще рано. Мы продолжаем тур, ведь есть еще Плутон. И хотя он недавно переведен в карликовые планеты, но богат на времена года. Это определяется сильным наклоном оси небесного тела и его невероятно вытянутой орбитой. Год на Плутоне длится 248 земных лет. Ось карликовой планеты наклонена на колоссальные 120 градусов, поэтому сезонные изменения на ней – это настоящий экстрим. Они сопровождаются сильными бурями и резкими перепадами температуры. Плутон переживает все 4 сезона, которые мы знаем на Земле. Какой вы хотите увидеть? Когда Плутон находится в самой дальней точке от Солнца, и его северный полюс обращен к звезде, в северном полушарии лето. Затем, по мере приближения к Солнцу, южный полюс начинает наклоняться к светилу, вызывая осень в северном полушарии. Поскольку южный полюс обращен к Солнцу, а планета движется все ближе к звезде, в северном полушарии наступает зима. Когда Плутон удаляется от Солнца, в северное полушарие приходит весна. И сейчас как раз ее время. Она будет длиться чуть ли не вечно. Весна началась на Плутоне с 1990 года и до сих пор не уступила место следующему сезону. Весна, по словам исследователей, на карликовой планете очень мягкая, как, впрочем, и лето. Осень, наоборот, холодная, зима чрезвычайно суровая и полностью замораживает атмосферу небесного тела. Так что можно выбрать погоду на любой вкус. Определяйтесь, какая вам больше всего по душе. А мы пока отправимся дальше, к экзопланетам, которые вращаются вокруг чужих звезд. Среди них тоже наверняка есть небесные тела с удивительными временами года. Но точно узнать об этом очень тяжело. Многие экзопланеты астрономы наблюдают не напрямую, а транзитным методом, то есть по снижению блеска звезды, когда планета проходит между светилом и наблюдателем. По этим данным не определишь смену сезонов. Однако ученые, зафиксировав множество проходов планеты на фоне звезды, могут сделать некоторые выводы о ее климате.
И, конечно, им помогает в этом математическое моделирование. Как, по мнению исследователей, меняются сезоны на экзопланетах? Это зависит от множества составляющих: наклона орбиты, расстояния до звезды, количества солнц в системе, характеристик самой планеты, особенно ее атмосферы. И еще нельзя исключать влияние неожиданных факторов, которых нет в Солнечной системе. Возьмем экзопланеты, которые находятся в обитаемой зоне звезды и теоретически пригодны для жизни. Само по себе это вовсе не гарантирует смену времен года. Примером здесь может служить Венера, которая находится у внутренней границы пригодной для жизни зоны в Солнечной системе. Но времен года в том горячем мире, как мы выяснили, практически нет. Кроме того, вполне вероятны случаи, когда орбита небесного тела имеет огромный угол наклона оси вращения, потому оно лишь частично попадает в зону обитаемости. Когда подобная экзопланета подходит на минимальное расстояние к своей звезде, то вода на ней закипает, а при максимальном удалении превращается в лед. Во всех этих случаях происходит смена времен года. Но как именно, зависит опять же от огромного количества параметров. Астрономы с уверенностью говорят только то, что лето или зима, в данном случае, охватят сразу всю планету. Еще один фактор, сильно влияющий на смену времен года – тепловая инерция. Планета собирает тепло, когда подходит близко к звезде, а затем при удалении от светила его расходует. Эти запасы энергии, без сомнения, не бесконечны и со временем истощаются. Чтобы затем восполнить тепло даже при большом количестве солнечного света, потребуются недели. Вспомните, как медленно Земля прогревается на нашей планете весной. На практике все это означает, что степень зимней стужи и летнего зноя зависит от времени, в течение которого планета получает определенное количество энергии. Следовательно, продолжительность года также сильно влияет на смену сезонов. Дело в том, что большинство объектов, которые открыли астрономы, вращаются вокруг относительно прохладных красных и оранжевых карликов. С такими звездами многие объекты не успевают достаточно сильно прогреться или остыть. Причем независимо от того, вызвана смена сезонов наклоном экватора к плоскости орбиты или вытянутой орбитой экзопланеты. Чем короче продолжительность года, тем меньше должны быть годовые колебания температуры. Для планет с большим орбитальным периодом теоретически будет наблюдаться противоположная картина. Сезоны там, скорее всего, окажутся не только длинными, но и ярко выраженными. Лето с невыносимо палящим зноем, а зима с безумными холодами. Но это лишь отдельные и вполне предсказуемые закономерности. На самом деле климат экзопланет устроен гораздо сложнее, и его нельзя описать простыми правилами. По крайней мере, для объектов, похожих на Землю, ученым приходится учитывать влияние атмосферы, гидросферы и литосферы. Первые два выступают одновременно как накопитель и переносчик энергии. Чем они мощнее, тем более склонны поглощать тепло, которое затем перераспределяется по планете ветром и течениями. При этом слишком мощная атмосфера может полностью нивелировать сезонные колебания, особенно те, которые вызваны наклоном экватора к плоскости орбиты. Примером может служить опять же Венера. Ее атмосфера, как мы говорили, настолько густа, что ветры мгновенно выравнивают погоду на всей ее поверхности. Суша, в отличие от воды и воздуха, не способна переносить энергию, но аккумулирует ее неплохо. Большие континенты выступают как усилители сезонных колебаний. Они сильно нагреваются летом и охлаждаются зимой. На Земле подобный процесс приводит к образованию континентального климата. При этом температурный разбег наблюдается в диапазонах плюс 30 градусов Цельсия летом и минус 30 зимой даже в низких широтах. Но история нашей планеты подсказывает и противоположное развитие событий. В Триасовом и Юрском периодах на Земле царил тропический рай, а континенты располагались так, что на экваторе и полюсах был океан. Его течения почти равномерно разносили тепло по земному шару. Вследствие этого всюду царил тропический климат, и только у полюсов он сменялся субтропическим и умеренным.
В то же время астрономические признаки наступления зимы, короткий световой день в умеренных широтах и полярная ночь в Арктике и Антарктике никуда не исчезали. Сезонные изменения на экзопланетах тоже могут иметь десятки разных комбинаций. Не исключено, что картину изменений времен года в глубинах космоса нельзя отличить от земных. Но, скорее всего, на большинстве экзопланет этот процесс окажется иным. Интереснее всего для космических путешественников, конечно, объекты, похожие на нашу планету. Например, суперземли, которые больше нашего мира, но меньше газовых гигантов Урана или Нептуна. Давайте отправимся в такие невероятные миры и узнаем, сменяет ли там зиму весна или сразу лето, и бывают ли на них вообще времена года. Астрофизики до сих пор точно не знают, насколько похожими на Землю могут быть такие планеты. Больше выяснить об этом удалось ученым Технологического института Джорджии. В своем последнем исследовании они изучили две экзопланеты. Одна из них размером с Землю, а другая является суперземлей. Исследователи уверяют, что эти небесные тела могут иметь стабильные времена года. Первая из экзопланет, Кеплер-186f, менее чем на 10% больше Земли и находится на расстоянии 500 световых лет от нас, в созвездии Лебедя. Этот мир вращается в обитаемой зоне родительской звезды, которая является красным карликом, а второй объект, Кеплер-62f, примерно на 40% больше Земли и находится на расстоянии 1200 световых лет в созвездии Лиры. Астрофизики использовали компьютерное моделирование для определения наклона оси каждой планеты. Результаты показали, что у обоих небесных тел он есть, как и у Земли. Наклон оси стабилен, а значит, на этих Кеплерах стабильные погодные условия. Сильно меняющийся наклон оси, подобный марсианскому, вряд ли позволит поддерживать на планете устойчивый климат. Астрономам неизвестно, обладают ли оба Кеплера спутниками, как наша планета, но расчеты показали, что даже без лун оси вращения Кеплер-186f и 62f способны оставаться постоянными десятки миллионов лет. Это подчеркивает, что на планетах должны быть регулярные времена года и хороший климат. Пара вполне может поддерживать жизнь на своей поверхности, хотя, конечно, не менее важны и другие факторы, такие как вода, тип атмосферы. Астрономы продолжают изучать эти перспективные экзопланеты и заявляют, что они еще могут преподнести сюрпризы. Но пока в нашем представлении Кеплер-186f и 62f остаются спокойными и гостеприимными мирами. На планетах, которые можно назвать настоящим адом, все, конечно, не так. Давайте узнаем об этом, отправившись на расстояние 850 световых лет от Земли, к горячему Юпитеру XO3b из созвездия Жирафа. Нам нужно быть очень осторожным. Ветры, которые достигают сверхзвуковой скорости, могут сбить вас с ног и бесконечно носить по планете. И это лишь один аспект жуткой атмосферы экзопланеты. Горячие Юпитеры – массивные газообразные миры, которые находятся ближе к своим звездам, чем Меркурий к Солнцу. XO3b – типичный представитель подобных гигантов, массой равной почти 12 Юпитерам. Хотя планет подобного типа нет в Солнечной системе, они, похоже, распространены в галактике Млечный Путь. Астрономы хорошо их изучили, но до сих пор не могут дать ответ на вопрос, откуда взялись эти мегагиганты и почему очутились под самым носом у своих звезд. Могут ли существовать подклассы горячих Юпитеров с разной историей образования? Например, формируются ли они вдали от своих родительских звезд или ближе к ним? Первый сценарий лучше соответствует теориям о том, как рождаются планеты в нашей Солнечной системе. Но что заставило супер-Юпитеры мигрировать так близко к своим звездам, остается неясным. Чтобы выяснить, международная команда астрофизиков провела исследование XO3b. Оказалось, что у планеты чрезвычайно растянутая орбита,
и высокая температура поверхности, которая достигает 2000 градусов Цельсия. В этом аду испаряются все металлы и горные породы. Подобные явления приводят к сезонным колебаниям в сотни раз более сильным, чем земные. Астрофизики наблюдали на горячем Юпитере резкую смену времен года. В этот период на планете бушевали такие ужасные бури, равных которым трудно найти в космосе. XO3b получает в 3 раза больше энергии, когда коротким летом находится ближе к звезде, чем зимой. Однако экзопланета раскалена независимо от сезона, поскольку избыток тепла сохраняется на XO3b в течение всего года. Вполне возможно, что дополнительный жар поступает из недр горячего Юпитера. Еще более интересный вариант представляют собой планеты в системах двойных звезд. Такие миры, подобные знаменитому Татуину из фантастического фильма «Звездные войны», на самом деле в космосе не редкость. Астрономы говорят, что примерно половина всех звезд нашей галактики Млечный Путь имеют компаньонов. По характеру орбит Татуины могут относиться к 2 разным категориям. Светила P-типа чаще находятся в тесных звездных системах. Они вращаются вокруг обоих светил или, если говорить точнее, их общего центра масс. У большинства P-планет, согласно моделированию, смена времен года будет проходить по привычной нам схеме. Единственным отличием здесь может стать длинное течение года, поскольку путь планеты вокруг 2 звезд чаще всего очень велик. К S-планетам относятся те, которые выбрали путь вокруг одной звезды из пары. Обычно их системы представляют собой достаточно широкие области пространства. Расстояние между компонентами в них может измеряться астрономическими единицами. У S-типа на сезонность в основном влияет звезда, вокруг которой непосредственно вращается экзопланета. Ее компаньонка чаще находится слишком далеко, чтобы обладать заметным влиянием. Такая планета должна менять сезоны, как если бы находилась в одинарной системе. А вот в ситуации, когда звезды вращаются друг вокруг друга по эллиптической орбите, все становится гораздо сложнее. В этом случае расстояние между светилами по мере их передвижения будет сильно меняться. И время от времени такой Татуин начнет испытывать значительное влияние второго Солнца. Конкретные сценарии опять-таки зависят от параметров орбит самих звезд и планет, но обычно сезоны в подобных системах длятся несколько десятилетий, а то и столетий. Как бы жилось на невероятных Татуинах? Их обитатели прежде всего могли бы любоваться просто фантастическими небесными пейзажами. Второе светило большую часть суток они бы видели даже днем. При этом в течение нескольких лет вторая звезда росла бы в размере, пока не превратилась бы в большой диск на небе. Ну а потом, удаляясь по орбите, понемногу бы уменьшалась. Но не все будет таким радужным в двухзвездном мире. Его жители не будут знать ночи в сезон, когда первая звезда освещает одну сторону планеты, а вторая противоположную. В другие времена года обе звезды ослепят одну сторону Татуина, причем какая-то из них окажется ближе к планете. Она будет казаться в небе просто гигантом по сравнению с компаньонкой. После этого на планете собьются все циклы дня и ночи. Климат существенно потеплеет, а зима замедлит свой приход. Если же планета расположена чрезвычайно близко к одной из звезд, это сделает ее климат экстремальным. Хотите немного острых ощущений на Татуине? Тогда отправимся на экзопланету Кеплер-413b в созвездии Лебедя. Она вращается на расстоянии 2300 световых лет от Земли, в двойной системе оранжевого карлика Кеплер-413a и красного карлика Кеплер-413b. Это необычный мир, который порадует каждого. Хотя он подходит только тем, кто переносит резкие смены погоды. Да и вот памятка в дорогу. Хотя мы летим на Кеплер-413 ненадолго, возьмите весь свой гардероб. От теплых курток до футболок. Дело в том, что на планете нас ожидает сказочная встреча сразу с 4 временами года, причем практически одновременно. Астрономы пришли к выводу, что в том чудесном мире сезоны меняются каждый день.
За 4 дня мы получим их все, как говорится, в одном флаконе. Но это еще не все сюрпризы, которые ожидают нас на невероятной экзопланете. Мало того, что времена года там меняются буквально посуточно, ни одна метеослужба не сможет предсказать, какой сезон наступит на следующий день и к чему готовиться к жаре или морозам. Вечером вы не будете знать, что надеть завтра – шорты либо пальто. Причина, конечно, не в каких-то чудесах, а в безумном наклоне оси вращения этой огромной экзопланеты массой в 65 земных. Кеплер-413b вращается то вокруг оранжевого, то красного карликов с общим периодом в 66 земных суток. Двигаясь по столь странной орбите, планета отклоняется от плоскости вращения ее двойной звезды на 2,5 градуса. Кроме того, угол наклона оси объекта относительно плоскости орбиты колеблется в диапазоне 30 градусов в течение 11 лет. Это невероятные цифры, которые делают Кеплер-413b похожей на небесную юлу. Она еще быстрее крутится вокруг своей оси, но вот-вот упадет. Все это вызывает в том мире необычайно быструю и беспорядочную смену времен года. Ученые нашли странную экзопланету транзитным методом. Суть его, как мы знаем, заключается в анализе падения яркости звезды, когда по ее диску проходит небесное тело. В данном случае это сразу 2 светила. Астрономы планируют продолжить изучение Кеплер-413b, когда она в следующий раз появится в поле зрения телескопов. Мы же тем временем отправимся на поиски времен года у других космических объектов. Возможно ли подобные явления где-то кроме планет? Звезды не могут похвалиться сезонными изменениями, по крайней мере, в привычном для нас смысле слова, хотя астрономы открыли одно явление, которое называют сменой сезонов на светилах. Чтобы лучше понять, как все происходит, посмотрим сначала на наше Солнце. Мы часто ругаем свою звезду за ее ветры из заряженных частиц, которые приносят магнитные бури на Землю. Однако наше светило считается очень спокойным по сравнению с другими. Горячие массивные звезды могут вращаться почти в 100 раз быстрее Солнца, в результате чего как бы выталкивают наружу часть своих слоев. Газ вокруг экватора звезды во время этого процесса перемещается дальше от центра и охлаждается сильнее, чем другие части поверхности светила. В то же время полюса остаются горячими и плотными. Подобное явление называется гравитационным затемнением. Вот его астрономы иногда и называют сменой времен года на светилах. Но это не совсем то, что мы сейчас ищем в небе. Так что сезонные туры на звезды отменяются. Ну а как с другими объектами во Вселенной? Трудно, конечно, говорить о временах года в галактике или черной дыре. И все же сдаваться рано. Перетряхнем космос как следует, чтобы найти нужные нам миры. И, наверное, стоит опять вернуться к планетам. Но на этот раз обратим внимание на их маленьких помощников и компаньонов. Вы наверняка догадались, что речь идет о лунах, и только в Солнечной системе. Их уже найдено почти 300. Некоторые из этих спутников настолько большие, что скорее сродни отдельным планетам. Например, луна Юпитера Ганимед всего на 8% меньше Меркурия. Почему бы таким объектам не иметь собственные сезоны, меняя весну на лето, а осень на зиму? Астрономы говорят, что это вполне реальная картина, и даже, похоже, заметили сезонные колебания на одном из самых крупных спутников Солнечной системы. Однако это не Ганимед, а Титан, одна из 145 лун Сатурна. Титан – самый большой спутник своей планеты и находится от нее очень близко, совершая круг по орбите всего за 16 дней. Большинство планет в Солнечной системе имеют атмосферу, а на многих из них наблюдаются активные погодные системы. Но из лун только Титан может похвастаться тем же самым. К тому же он имеет собственный гидрологический цикл, очень похожий на земной. На нем идут дожди только из метана, а не воды. Осадки текут по поверхности Луны, прежде чем снова испариться в облака. Во время тура на Титан мы также можем столкнуться со знакомыми надпыльными бурями и муссонными дождями.
Еще увидим его ветры, туманы и другие метеорологические явления, которыми славится Земля. Разнообразный климат Титана, как и Земли, определяется сезонными изменениями. Это явление обусловлено наклоном оси вращения, из-за которой меняются сезоны. Сатурн и Титан делают оборот вокруг Солнца один раз в 29 лет. Таким образом, каждый из сезонов на спутнике длится более 7 лет, то есть переход от одного времени года к другому происходит очень медленно. Представляете, как бы мы жили на Титане? Не пришлось бы часто менять летний гардероб на земной. За долгое лето все загорели бы до цвета темной бронзы. Конечно, устали бы от обилия света, но адреналин от энергии окружающей среды все равно бы зашкаливал. А зимой мы постепенно превратились бы в некие подобия привидений, бледных и заторможенных. Меланхолия и депрессия зашкаливали бы, особенно в конце 7-летнего цикла холодов. Но мы не переселяемся на Титан, а только хотим ознакомиться с ним. Какой сезон подойдет для этого лучше всего? После долгих исследований ученые пришли к выводу, что у Титана есть 4 времени года, как и на Земле. Чтобы больше узнать об этих явлениях, астрономы отправили к спутнику космический аппарат Кассини. Корабль сфотографировал на поверхности Луны странное блестящее пятно площадью более 120 тысяч квадратных километров. Его не было на предыдущих изображениях, оно не появилось и на более поздних снимках. Что это был за таинственный след, который внезапно возник, а после исчез как призрак? Астрономы считают, что аппарат, скорее всего, сфотографировал метановый весенний дождь. Иногда он заканчивается чудесными радугами, которые возникают в результате взаимодействия капель метанового дождя и солнечного света. Хотите попасть в весну и удивить, и увидеть эти потрясающие явления своими глазами? Тогда запаситесь очками ночного видения. Зрелище наверняка окажется потрясающим. Лучам Солнца на Титане тяжело пробиваться сквозь плотную атмосферу. Поэтому там более распространен инфракрасный тип радуги. Не менее живописным будет и лето. В это время года плотные облака постепенно скапливаются в полярных регионах Титана. Реакция между атмосферным азотом и метаном приводит к появлению необычной дымки в верхних слоях атмосферы. Она состоит из органических молекул, часть которых оседает на поверхности Луны. Отдельно следует рассказать о том, как обстоит дело со сменой сезонов на экзолунах. Растянутая орбита и продолжительность года влияют на их сезонные изменения, как в случае с планетами. Но кроме того, придется учитывать угол между орбитами спутника и планеты. Положение оси вращения экзолуны остается неизменным относительно плоскости ее орбиты, которая наклонена к планете. Спутник совершает оборот вокруг своего старшего партнера в течение нескольких суток или недель, и все это время освещенность полушарий должна меняться. Количество света зачастую определяет на Луне явления, похожие на смену зимы на лето или наоборот. На их периодичность будут влиять погодные изменения, связанные с наклоном спутника к планете, то есть маленький лунный цикл смены сезонов в разные времена большого года может меняться. Судя по всему, времена года на экзолунах должны оказаться разнообразными и живописными. Представить подобные спутники тоже несложно. Помните Пандору из фильма «Аватар»? Это как раз оно самое. Но куда лучше совершить сезонный тур? Полистаем каталоги астрономов. В них нет экзолун. Как такое может быть? Уже открыто более 5000 экзопланет, и трудно представить, что все они обходятся без спутников. Ученые говорят, что с экзолунами все сложнее. Так практически невозможно засечь транзитным методом мизерные изменения, вызванные маленьким объектом. Прямое наблюдение с помощью телескопов тоже неэффективно. В ярком свете родительских звезд трудно различить даже экзопланеты. Тем более в лучах светил тонут маленькие темные луны. И все же их поиск ведется. Возможно, необычный спутник есть у газового гиганта ВАСП-12b из созвездия Возничего, в 870 световых годах от Земли. Экзопланета приблизительно в 1,74 раза больше Юпитера, с температурой поверхности 1500 градусов Цельсия.
ВАСП-12b раскаляет близость родительской звезды, от которой планета находится на расстоянии всего в 0,03 астрономической единицы. Несколько кандидатов в формирующиеся экзолуны недавно нашли и у еще одного газового гиганта – PDS-70c. Он находится в системе молодой звезды PDS-70, созвездия Центавра, в 400 световых годах от нас. Теоретически может быть спутнику планеты из тройной звездной системы HD 188-753 в 146 световых годах от Земли, что может быть удивительнее пейзажа с тройными закатами или восходами на такой экзолуне. Времена года на ней, вероятно, будут быстро меняться из-за воздействия сразу 3 светил. Наш тур показал, что времена года делают любой объект, будто планета или спутник, более динамичным и разнообразным. Такие миры с определенной периодичностью то замерзают, то плавятся от жары, распадаясь буквально на атомы. А планета или ее Луна с устойчивой погодой и сменой сезонов могут оказаться удобными для возникновения жизни. Именно стабильный климат позволил на Земле процветать множеству различных видов существ. Нам кажется, что ничего круче природа уже не придумает. Но у нее безграничные возможности. На другом небесном теле с иными условиями времена года могут оказаться какими угодно. Например, планета с крайне нерегулярной орбитой или очень медленным вращением способна создать чрезвычайно сложную сезонную картину и более 4 времен года. Сейчас ученые проводят новые исследования, чтобы это выяснить. Надеемся, они найдут сказочный мир с необыкновенными временами года. Идеальное место, чтобы совершить туда очередной сезонный тур.